Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о малиновых деревьях. Эти малиновые деревья я покупала в агромаркете. Это деревья, название их Богатырь. Такие два дерева. Куплены они были недели 3 назад. Я их посадила, мешала хорошую землю, закладывала хороший грунт, поливаю регулярно, но вообще никаких сдвигов нет. Поэтому сегодня я хочу пролить их, замульчировать и сделать мини-парничок над такими деревьями, чтобы запустить рост почек. Поэтому сегодня я немножко изменю тактику выращивания. Сейчас я вам хочу показать малиновое дерево, которое я посадила сама. Пока эти деревья шли, я решила сделать свое малиновое дерево. Я их посадила 4 штучки. Сейчас я вам их покажу. Идем к моим малиновым деревьям, которые я делала сама. Вот смотрите, значит, что я делала? Это я выкопала росточки, сняла все нижние почки. Вот даже на этой уже пробивается, его нужно оторвать, этот росточек. Сделала вот такую верхушку, и вот смотрите, что получается. Из верхних почек растет ветка, и на этой ветке уже появились завязи малины. Вот такое у меня малиновое дерево. Это еще совсем маленький росточек, но он растет и прекрасно развивается. Вот еще одно у меня, второе мое малиновое дерево, тоже уже есть завязи малинки, и их очень много, завязей. Смотрите. И вот еще один четвертый росточек, тоже такой хорошенький. Так что я думаю, с моих малиновых деревьев в этом году будет толк. Здесь уже появился новый отросток. Этот отросток я оставлю. Осенью я срезаю под корень вот это старое дерево, а этот молоденький отросток у меня заменит старое дерево. На следующий год из молодого отростка также сформирую крону, и также у меня будут плоды и новое малиновое дерево. А сейчас идем заниматься теми деревьями, которые я купила у агрофирмы и которые очень плохо развиваются. Я их уже подкармливала азотными удобрениями, подкармливала кальциевой селитрой, подкармливала перегноем, который настаивала 2 недели. Но сдвигов никаких не вижу. Поэтому я решила изменить тактику выращивания и сейчас мульчировать и делать мини-парничок над этими деревьями, чтобы вокруг них было тепло и были благоприятные условия для прорастания почек. Кто столкнулся с такой проблемой очень медленного прорастания почек, советую сделать то же, что делаю сейчас я. Первое, что я делаю, это прорыхлю почву вокруг деревьев. Грунт у них влажный. Вот я сейчас рыхлю, грунт влажный, хороший. Но все равно сделаю парничок, чтобы запустить рост почек. Проливаю простой водичкой, так как позавчера я проливала кальциевой селитрой, поэтому очень часто использовать удобрения не нужно. Где-то 1,5–2 литра. Ждем, пока впитается водичка. Будем мульчировать. Мульчирую соломой, так как опилок у меня уже нет, но очень хорошо мульчировать опилками. Опилки
очень хорошо сохраняют влагу. У нас сейчас такие погодные условия непонятные. То сильная жара, то холодный пронизывающий ветер, то дождь. И поэтому растению очень тяжело тронуться в рост, запустить почки, рост почек. Поэтому их нужно поддержать. Устанавливаю такие дуги. И сейчас накрою пленочкой для создания парникового эффекта. Я когда их покупала, эти деревья, читала в комментариях, что у многих такая проблема, что малиновые деревья плохо пускают росточки, сидят на одном месте и все. Поэтому я решила им немножко помочь, чтобы распустились почки, парниковым, помочь им парниковым эффектом. Может, кому понадобится, может, кто увидит это видео и у них есть такая же проблема, попытайтесь сделать так, как делаю я, чтобы помочь своим малиновым деревьям. Я думаю, такой способ будет очень хорош. И сейчас займемся вторым деревом. Мульчирую молоденьким растениям, которые только из питомника. Им очень тяжело выйти из стресса, который был при посадке их в открытый грунт. Я решила, что необходимо создать им условия, приближенные к тем условиям, в которых они выращивались, то есть в питомнике. Помочь им выйти из стресса и начать расти. Устанавливаю дуги. И сверху клееночка. Обязательно после посадки в грунт таких тепличных растений обязательно подкармливайте удобрения, в которых большое количество азота. Азот способствует развитию зеленой массы, которой в данном случае у нас совсем нет. Чтобы запустить рост почек и чтобы растение зазеленело, необходимо подкармливать удобрениями, в которых большое количество азота. И обязательно не забывайте поливать растения хотя бы раз в 3 дня, чтобы грунт вокруг растения всегда был влажным. Это у меня малина Эрика, которую я вместе с розами сажала, вместе с розами, ремонтантная. Она, смотрите, как хорошо принялась, очень хорошо растет и развивается. На этом все. Когда появятся почки, я постараюсь вам снять видео и сказать, насколько лучше начали прорастать мои малиновые деревья под таким укрытием. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.